что такое? Друзья, всех приветствую. Приехал я на завершение, на закрытие весеннего сезона охоты с подсадной. Чуть-чуть запозднился, вон уже светло, но с другой стороны сегодня облачно и туман, поэтому все равно на зорьке ничего видно не было бы. Утки, на удивление, очень много. Пока шел на озерах, сидело там штук 50-60, наверное, поднимал их, они кружились, обратно садились. По берегу шел, тоже надо мной летали. Расставлялся, стоял, дофига было утки, прям вот летают. И двоечки, много уже двоек таких пар летает, и тройки, и табунки. Прям, ну, действительно много утки. Вот, и тут справа от моего места сидела свизи, ну, под 100 штук. Я их спугнул, не успел там подснять, только пришел на место. Вот, вокруг черков много летает, я все думал, где же они, где, мало было очень черков, что удивительно, и вот они подошли, прям очень-очень много. Поэтому ожидания у меня от охоты сегодня хорошие. Вот, присаду сегодня сделал такую экспериментальную. Все меня волновало, что... Опа. Вон 2 серых пролетело, пока с вами болтаю. Все меня волновало, то, что утка не садится в мое окошко, которое я делаю между ними. Вот, садится левее, правее. На одной из охот прошлых попробовал под конец уже поставить их плотнее, чуть-чуть ближе к себе, ну, таким озерцом, колодцем. Вот, и утка неплохо садилась, прям на краешек, мне было удобно стрелять, поэтому решил сегодня под закрытие уже поохотиться весь день так. Посмотрим, как получится. Также пришел мне махокрыл новый от Дакмании. Вот, сегодня, конечно, пасмурно, поэтому работать он будет не так хорошо, как в солнечную погоду, но в любом случае посмотрим. Вот, поэтому утки вон там сидят, летают, сами видели. Будем охотиться, посмотрим, как пойдет. Ожидаю, вон еще троечка идет. Ожидаю хорошее закрытие. Вот. Мне ни пуха, ни пера, вам приятного просмотра. Также под описанием, в описании под видео есть тайм-коды самых интересных моментов основных видео. Поэтому, если вы здесь за выстрелами, а не за процессом основным, можете переходить и смотреть, вон как утки летают. Все, пошел охотиться. Трескунок сел. Хороший такой, крупненький. Серый селезень с полем. Первый трофей за сегодня. Селезень серый, налетел в лоб, сел в присаду, прицелился, он поднялся и с одного выстрела чисто его взял. Начали черки подлетать, после выстрела поднялись. Но из-за того, что течение сегодня сильное. Вот черки, кстати. Вот, из-за того, что сильное течение сегодня, это у нас кто? Крахаль идет. Из-за того, что сильное течение сегодня, начало быстро уносить его, поэтому пришлось идти забирать. Не дождался, пока черки ко мне прилетят. Друзья, если хотите поддержать канал, если нравится видео, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, любые абсолютно, можете написать, откуда меня смотрите. Это все положительно влияет на алгоритмы YouTube и приводит мне больше новых зрителей. Спасибо вам. Ой, двоечка прилетела.
что такое? Не может быть. Да. Просто не может быть, ребята. Это нечто. Это нечто. Патрон игла премиум. Сколько я отстрелял? 5 штук сейчас. И он не упал. И он не упал. Друзья, ну сейчас было что-то невероятное. Селезень серый подсел, я стреляю. Он, ну, взлетает медленно. Я вижу, что я стреляю в него. Я вижу, что его обсыпает, и он не падает. 3 выстрела, и потом еще надо мной он летел. 2 выстрела сделал, и в итоге он ушел. Я не знаю, подранок, не подранок, но вот патроны игла премиум. Мне Биор не нравился, который я купил, потому что подранки были. Приходилось добирать, думал, куплю премиум, ну, подороже все-таки патроны, там, я не помню, сколько я их взял, в итоге там 80 или 85 рублей. И, ну, вот такой результат. Я, ну, как бы, я под сомнение поставил то, что вдруг я не попал, действительно. Пересмотрел сейчас запись с камерой, и видно, что, ну, из 5, как минимум, там, 3 выстрела, они точно, ну, летят в утку, и причем, ну, в район, там, головы, шеи. И, ну, а результата нет, он улетел, ну, то есть там даже, ну, ну, я не знаю, даже подранок это или нет, потому что он так спокойно круг сделал и ушел, без снижения, там, без ничего, его не косило, поэтому, ну, не знаю, я все мог ожидать от сегодняшней охоты, что могло пойти не так, но не мог подумать, что меня подведут патроны, на самом деле, первый раз со мной такая ситуация. И проблема в том, что я брал-то, ну, их немного, я там взял пачку, вот эту 10 штук, и еще там чуть-чуть оставшихся биоров, 5. Ну и вот 5 только что выстрелил по одному селезню, и теперь не уверен вообще, ну, в результате этих выстрелов, как они пойдут. Вот так, ну ладно, охотимся дальше, посмотрим, как оно будет. Утки не очень хотят подсаживаться, хотя летают. Сразу начинаешь искать причину, в чем же дело. Вот, сначала отключил махокрыло, посмотрел, пару налетов было, ну, не заметил разницы по реакции. Думал, маскировка, потому что здесь ураган был, камыш примяло вокруг. И такой, ну, я более открытый сижу. Но вот пролетает прям буквально там 10 метров надо мной, близко прям летят, да, и, ну, не дергаются, потому что обычно, когда замечают, резко там маневр в сторону, ну, например, когда я там стою там и так далее. Вот, если сижу спокойно, там не двигаюсь, то близко пролетают и, ну, нет реакции на меня. Поэтому подумал, что сегодня вариант присады, который я поставил, не очень подходит, а может вообще не подходит. Хотя в прошлый раз, говорю, нормально садилось. Немного переставил, разбросал их так пошире, сделал подкову, полукруг с посадкой против ветра. Вот, как раз махокрыл в зоне посадки.
стоит. Вот, постою, посмотрю, как будет. Ой, блядь, снова подранок. Утки поднялась. Так, было 7 патронов, осталось 4 патрона. Но в итоге опять много попаданий видно по грудине, а он под ранком был. И добил я его, получается, в голову. Залетел. Тут очень низкая резкость у патрона. Снова налетели серые, пытались сесть, но вот почему-то не садились. Сейчас буду, наверное, опять как-то переставлять чучела. Вот прям летали, пытались зайти на посадку, лапы выпускали, но не сели. В воздухе взял одного селезняку. Подранок опять. Видно, что по брюшине попало там 5-6 попаданий. Обычно, когда столько залетает дробин, сразу, ну, чисто берется утка. А тут, ну, как бы опять подранком упал, в итоге на воде, ну, взял его по голове. Вот, буду ощипывать, посмотрю. Я думаю, что там, ну, гематомы, потому что резкость низкая у патрона. Вот. Не захотел в этом году самокрут крутить, там порох тратить. Что-то, ну, лень немного было, если честно. И вот они, последствия ошибки, последствия лени. Поэтому все-таки, наверное, останусь на самокруте, докуплю себе пороха и буду уже, ну, только самокрутом пользоваться, покупными не буду, потому что лотерея, да. Ну, первый раз у меня, конечно, такое, но все равно не очень доволен. В итоге у меня осталось 4 патрона, взял я только 2 селезней. Ну, 4 патрона, ну, там, 1-2, наверное, еще возьму. Норма у нас 6 в этом году на весну, поэтому нормы вряд ли будет. Ладно, охотимся дальше. Стрельнул широконоску. Первая широконоска у меня в этом сезоне. Ну и последняя, скорее всего. Закрываешь же. Вот. Надо мной прям близко шли. Опять в лед ударил подранок, но вторым успел добить. В кусты упала, битая чисто, не убегал. Вот. Получается 3 селезняки у меня уже. Осталось 2 патрона. И будем собираться. Ну что, ждем крайний налет.
Поднялся ветерок, утка с воды посрывалась, которая сидела по всей бухточке. Вот, ну так, вот левее пошли. Скорее всего, за тот дальний мыс, там от ветра прятаться. Вот, мимо меня пролетали, но не подсаживались. Я думаю, что еще чуть-чуть посижу и буду собираться. Нет. Пиздец. Дошел. Фух. Дошел. Это носит. Сука. Где? Где он? Вот он. Что, живой еще, что ли? Не. Блядь. Блядь. Нырнул. Он пьет. Да не может. Нормально. Ой. Догнал. Фух. Догнал. Селезень крякла. Фу, жесть. Последний патрон был, оказывается. Я неправильно посчитал. Последний патрон. Стреляю. Его под ранком утягивает. Опять не взяла. Просто патроны ужасные. Я не знаю, сколько тут. Но больше 100 метров. Метров 120 я гнался за ним. Догнал. Догнал, крикаш. Фух. Вода по колено, блин, забрызгался тут. Жесть. Ему лапу перебило. Крыло, мышцу. Он медленно уплывал. Были бы лапы у него целые, я бы его не догнал, наверное. Фух. Все. Последний. Селезняк. Весенний сезон завершаю. Все, пошел. Фух, скородок. Ребята, патронная игла, ну я не знаю. Может быть, мне, конечно, партия такая попалась. Но вот что пятерка Биор,
что пятерка премиум контейнерная, ну просто не берет. Ну что, друзья, весенний сезон закрыт, был неплохой, каждую неделю ездил, хорошие охоты получились, ждем теперь осень. Вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии, может быть что-то еще в межсезонье хотите, чтобы я снял обзор там на снаряжение, на оружие, как патроны кручу. В принципе, какие-то базовые там знания по охоте, что передал. Может быть, есть новички, которым будет интересно, где утку искать, как расставляться, как стрелять, как попадать. Вот. Если интересно, в комментариях пишите, что-нибудь придумаю, сниму. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорого.